Сегодня мы разбираем, когда входить, а когда не входить по паттернам вершина и дно. Двойное, слабое, разворотное. Есть абсолютно четкие критерии такой работы. И сегодня я постараюсь раскрыть некоторые детали. Безусловно, это очень полезное видео для моих студентов, но и для тех, кто ищет новые знания, ищет проверенные методы и хочет, скажем так, улучшить свои навыки чтения графика. Мы возьмем бренд. То же самое вчера было по WTI. Вчера безумно насыщенный рынок был, он был шумноватый, то есть быстро менялся. Если мы посмотрим на бренд или WTI, нефтяной рынок вчера в начале дня обвалился. В целый там час мы падали, все, караул, распродажи. И затем произошел разворот. И здесь есть довольно четкие характеристики, почему это произошло. Я торговал в это время евро, да, уже записывал видео. Если вы не смотрели два предыдущих тренинга, это большая серия полезнейшего контента, где я не говорю только про прибыльные сигналы, а я говорю сигналы, которые были, например, на buy или там были на sell, вот как мы разбирали по фунту, например. Но и в начале дня или в начале, скажем, вот когда мы только смотрим, они казались идеальными, но все buy, и тут по определенным критериям ты понимаешь, что это все-таки не та сделка. Вот как различить ту, не ту сделку? Почему казавшийся в начале дня или там в начале развития тренда, тебе кажется, что сейчас тренд пойдет вверх, а потом ты смотришь на определенную информацию и понимаешь, что это не так. То есть сохраняешь ясное сознание, на что смотреть. Вот эти тренинги посвящены и этой теме в том числе. Так вот, что произошло вчера? Бренд и нефтяной рынок обвалился, и, казалось бы, все, да, пошел вниз. Но мы знаем, что когда цена очень быстро удаляется от ценности, мы с вами в предыдущем видео говорили, вот здесь мы видим ценность, это место ценность называется, ценность FIB-DAX, точки волатильности. FIB – это Фибоначчи, DAX – это точки, или DOTS, да, кому как больше нравится. Точки волатильности, они основаны на значениях, определенных значениях Фибоначчи и волатильности, как вы можете понять. И вот эти настройки, они стандартные, мы везде их используем. Соответственно, если цена далеко от ценности, то более вероятно, что она вернется. То есть, если цена ушла от черной точки или от черных точек, значит, она вернется. Еще один критерий по поводу черных точек или белых точек – это их статичность или динамичность. Статичность – это когда цена падает, а точки практически никакого движения не создают, то есть они не двигаются. Вот здесь, обратите внимание, вот давайте, сейчас я вам одну фишку покажу для наших особенно студентов, но для вас тоже, если вы зритель или соискатель хорошего курса или хорошего обучения, то для вас тоже будет полезно. Смотрите. Вот цена упала, вот отсюда, посмотрите сюда, до сюда, цена упала на 80 пунктов. 80 пунктов, это чуть ли не $1 по бренд. На 80 пунктов. А насколько упали точки волатильности? Насколько они продвинулись вниз? Насколько? Не насколько, буквально там на копейки какие-то. Это называется статичность. Они не так активно следуют. И посмотрите, дальше цена вроде как пытается и тут падать, тут точки вообще не двигаются. Как они здесь встали, так и стоят. И вот это первый признак того, что это движение не имеет шансов к существенному продолжению. Не в 100% случаев. И это о чем мне говорит? О том, что, Аркадий, не надо искать sell. Возможно, это место, где просто выдохлись продавцы, просто они выкинули все свои карты, положили на стол, да, и теперь быкам зеленый свет. Возможно. Но что еще здесь важно? Какая характеристика? Вот на эту сделку я немного не успел. Я планировал вход, но так как было все так разносторонне, то я немного не успел. Вот здесь мы видим наше дно, известное из предыдущих тренингов. Если вы не смотрели, я сделаю, давайте так. Я сделаю для вас этот плейлист, как раз вот с этими тренингами, чтобы вы там не мучились, не искали, в одном плейлисте будет, и вот он будет закреплен вот здесь наверху, в правом верхнем углу. И туда буду добавлять из этой серии тренинги. То есть, когда входить, когда не входить, да, и что есть, вот на что я смотрю, самое надежное. Я очень рад записывать для вас тренинги, как вы чувствуете, наверное, это, да. И эта информация, она постоянно повторяется, да? Ничего нового. Так вот, у нас есть дно, мы пробили максимум дна. Да, классика, один из моих старейших сигналов, обязательным условием является в этом конкретном контексте против тренда. Это TC-сигнал, вот он на покупку. Пробили, вот она коррекция, сколько процентов, мы всегда ждем минимум
да, особенно контртренд, 60% коррекции от правой стороны треугольника. От правой стороны треугольника. В предыдущих видео мы разбирали красоту треугольника и что делать его мега крутым. Тоже посмотрите, множество, я говорю, полезной информации для вас, если вы реально хотите преуспеть. И вот это место покупок, опять же таки, основываясь на вот этом поведении, контексте рынка, место покупок. То есть место, где быки могут взять контроль, но я говорю, я здесь чуть-чуть разминулся. И вот посмотрите очень внимательно на следующие характеристики. Цена, ценность здесь, и когда рынок стал расти, посмотрите на то, как себя ведут FIBDATS, мои точки волатильности, но уже белые. Насколько они прилипли, мы этот принцип прилипалы разбирали в предыдущем видео. Есть ли разница между вот этим расстоянием от цены или от минимума до черных точек и вот этим расстоянием от максимума до белых точек? Оно в 2 раза меньше, а то и еще меньше. Посмотрите, как близко. Посмотрите, как близко. Это говорит о колоссальной силе тренда. Это говорит о том, что, вероятно, это движение не будет иметь продолжения. Они статичные. Посмотрите, как они динамичны. Посмотрите, как быстро меняется скорость точек волатильности. Только цена растет, точки растут. Только цена растет, точки растут. Только цена растет, точки растут. Она практически, точки волатильности не находятся в статичном состоянии. Более того, они очень близко к ценам. Вот это ключ. Очень близко к ценам, потому что мы используем определенные настройки, которые предполагают довольно широкое расстояние. Но если оно близко, это говорит о том, что быки полностью контролируют ход событий. Посмотрите на этот сумасшедший тренд. Зайдя вот здесь, например, Аркадий Романович, который не зашел, да, здесь, взяв первый тейк здесь, по остатку ты можешь, сгенерировать, я не знаю, сколько здесь баксов. Один такой трейд, $3, 3000 points, $3, это очень много. А теперь, когда не надо входить по вершине дну, вот здесь дно, buy, посмотрите сюда. Идеальная вершина, да, sell, но посмотрите, как близко FIBDATS. Да? Вершина вроде sell, как близко FIBDATS, хотя здесь мы это все отработали очень красиво и прошли там без малого 10-15 пунктов, но все равно никогда не торгуйте вот эти паттерны близко FIBDATS. Видите, очень близко расстояние. Еще раз, вершина, где белые точки, дно, где черные точки. Есть ли разница? Да или нет? 100% да. Угу. То есть вот когда не торговать, когда лучше торговать, не торговать, лучше торговать. В следующем видео разберем еще больше полезной информации по поводу моих сканеров. Если интересно вам изучить больше информации по принципу их работы, ссылка под этим видео, смотрите.